Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Это Xiaomi 12S Ultra, новый флагман от компании Xiaomi. Сенсор основного датчика в этом смартфоне больше на 86%, чем в Galaxy S22 Ultra и практически в 3 раза больше, чем в iPhone 13 Pro Max. Здесь практически дюймовый сенсор. Для тех, кто немножко шарит фото, мы понимаем, что это прямо много. Много не для обычных зеркальных камер, но много для смартфона. По сути, на рынке сейчас есть 3 камеры, которые более-менее претендуют на звание однодюймовый сенсор. Это Sharp, это Sony Xperia, а также Xiaomi 12S Ultra. Тут же, конечно же, сразу выяснилось, что на самом деле здесь не дюймовый сенсор. И Jerry Rig Everything разобрал этот телефон, посмотрел на его ремонтопригодность, посмотрел на его сенсор, и оказалось, что он гораздо меньше, чем стандартный дюйм. То есть тут используется другой дюйм. Но ладно, бог с ним. В Sony тоже используется только 60% от однодюймового сенсора. Так что у всех примерно более-менее одно и то же. А что там у Sharp, да какая разница, его все равно никто не покупает. Это смартфон, у которого дисплей LTPO второго поколения, и он может показывать одну частоту обновления экрана от 1 до 120 меняться в зависимости от того, что происходит с телефоном, а это благоприятно сказывается на его работоспособности и на аккумуляторе. И да, друзья, здесь уменьшился аккумулятор по сравнению с 11 Ultra, потому что здесь было 5000, а здесь 4860, но при этом работать он стал лучше. Это несмотря на то, что здесь у нас стоит более мощный, прожорливый процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. А еще есть 5-кратное увеличение, широкоугольная камера, звук от Harman Kardon, очень прикольная вибра, которая немножко прокачали по сравнению с 11 Ultra, влагозащита IP68, сзади кожаная такая спинка. Я не могу сказать, что я поклонник кожи в телефонах. Я помню, кстати, был первый смартфон, по-моему, это LG G4, который как раз таки сделал кожаную спинку. Многие, по-моему, отнеслись так себе. Но зато это добавляет какую-то уникальность. Хотя зачем тут добавлять уникальность, когда у нас наверху есть вот такая шайба. В AnTuTu он выдает 1 050 000 баллов и при этом нагревается до 39 градусов. Не как Sony до 46, до 39. И еще один, знаете, какой классный момент? Ну, спорно классный, конечно же. Этот смартфон настолько мощный и агрессивный, что даже потеет. Да, друзья. И он тоже начал потеть при использовании. Я его потом распотел, и другие вроде как его распотевают, но обратите на это внимание. В общем, друзья, я походил с этим смартфоном, посмотрел, насколько он нагревается или нет, как он живет в течение суток, хватает ли его до вечера. Ну и, конечно же, как он снимает фото и видео в сравнении с Galaxy S22 Ultra, в сравнении с Pixel, с Mi 11 Ultra. И если надо, я сделаю сравнение с iPhone 13 Pro Max. В общем, давайте я расскажу свою правду об этом смартфоне. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! Значит, смотрите, друзья, прямо сейчас на Алиэкспрессе этот смартфон можно приобретать за 68 000 рублей. Минимальная комплектация 8256. Жалко, что не 12256. Я помню, что Samsung за это ругали, потому что флагманы Samsung в 2021 году были минимум 12, а в 2022 году минимум 8. Ну ладно, бог с ним, Samsung. 68 000 рублей. Ну давайте так, вот за 68 000 рублей это топ. Не, ну конечно, месяц назад я записывал ролик о том, что Mi 11 Ultra за 40 000 рублей это тоже топ. И если вот сравнивать их два, то, наверное, купить за 40 000 рублей смартфон за 40, ну или сколько нам стоит сейчас, 45, гораздо проще, чем за практически 70 000 рублей 12S Ultra. И, кстати, по камерам они очень близки, но об этом я расскажу чуть попозже. И здесь тоже, кстати, стоит практически однодюймовый сенсор. Везде как бы это практически, вот маркетинг. Но в целом, если вы такие: Филипп, у меня есть 70 000 рублей, покупать мне этот смартфон или нет? Я говорю, ну, конечно, покупать. Конечно, покупать, потому что, ну, он классный. Он, может быть, знаете, не феноменальный. Знаете, не то, что ожидание и реальность, но от него как бы ждешь пушку, а он просто хорошо работает. Но вот если посмотреть на смартфоны стоимостью 70 000 рублей, стоит ли он своих денег? Я думаю, что стоит. Да, безусловно. Тем более, что сейчас у нас более-менее нормальный курс. Кстати, про цену в 68 000 рублей я узнал от своего товарища Сашки с канала «Польза нет». У него уже более 60 000 подписчиков на канале, я вам рекомендую переходить на него и посмотреть и подписаться, потому что у него регулярно появляются новые прикольные цены. Например, у него Mi 11 Ultra можно было купить за 40 000 рублей, OnePlus 10 Pro можно было купить за 34 000, но это при хорошем курсе. Но в любом случае цены офигенные, так что я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. И знаете, если бы нам было просто быстро рассказать про этот смартфон, то я бы вам сказал вот что. Он крутой, он классный, у него есть вот влагозащита, беспроводная зарядка, хорошая камера. Единственное, что он здоровенная лопата, поэтому он не каждому подойдет, и он только выпускается для Китая, поэтому здесь только английский и китайский языки. Да, здесь еще есть 7-й бенд, а 20-го бенда нет. Здесь хорошая камера, крутой сенсор. Стоит ли покупать за 70 000 рублей? Да, покупайте. Собственно, это можно было бы все и стопануть. Но давайте я вам расскажу немножко все-таки в деталях. Вы заодно, кстати, после того, как посмотрите мой ролик, посмотрите еще, что рассказали розетка про него, что Сашка с «Польза нет» рассказал, что Вилсаком про него рассказал, потому что все говорят, ну, более-менее общие черты, но у каждого есть какие-то свои особенности. Например,
Вилсаком очень не нравится вот эта золотая окантовка. Я вот не знаю, как там на другом цвете, но на черном цвете она выглядит прикольно. То есть у меня нет ощущения, знаете, дешевизны, потому что это не кричащее такое золото, знаете, позолота, а это такая нормальная окантовка золотая в какое-то количество карат, кстати. Об этом рассказали на презентации. Сзади у нас есть надпись «Leica». Ну, конечно же, эта надпись как будто бы нам обещает классные фотовозможности, классные видеовозможности. Это в большей степени маркетинг, потому что по большому счету это просто определенные настройки цветовой гаммы от компании Leica. То есть у вас цвета будут немножечко другими в сравнении с тем, как обычно фотографирует Xiaomi. Кстати, Xiaomi обычно фотографирует в режиме авто при включенном искусственном интеллекте достаточно ярко и гипертрофированно. То есть все цвета... О, огурец плывет. То есть все цвета на фотографиях обычно такие чуть-чуть задранные. Небо чуть-чуть более голубое, трава чуть-чуть более зеленая. Из-за этого, кстати, порой сложно получается сфотографировать какие-то яркие объекты, например, цветы. Потому что сами по себе цветы очень яркие и часто есть засветы. Часто смартфон не понимает, где заканчивается один лепесток и начинается другой, просто из-за того, что все очень ярко. Хорошо ли, удобно лежит смартфон в руке? Да, хотя он, конечно, здоровенный, 225 граммов веса, причем он стал весить меньше, чем предыдущая ультра. И толщина у него 9,1 мм. Соответственно, когда мы надеваем вот этот чехол, а чехол 100% надо надевать, потому что убьете заднюю камеру, убьете экран, проблем потом не оберетесь. Я напомню, что это китайский смартфон, и пока нету версии выпускать его в глобальный рынок. По-моему, Mi 11 Ultra, поправьте меня, пожалуйста, так и не вышел в глобальной версии. И поэтому чехол просто обязательно. Потому что какой бы стороной вы его ни клали, либо экраном вниз, либо задней частью, вы так или иначе можете поцарапать либо стекло сзади, либо стекло спереди. И у нас здесь понятно, Corning Gorilla Glass Victus, защитное стекло и бла-бла-бла. И даже есть пленка спереди, но все равно разобьете, одно падение и до свидания. Но в руке вместе с чехлом он толстоват. Эту толстоватость немножко прибирают те боковые грани, которые у нас есть, так называемый экран-водопад. Ох, сколько много люди говорят про этот экран-водопад, что им неудобно пользоваться, что кнопочки не нажимаются, что происходит искажение изображения и так далее. А мне нравится, мне прикольно. Вот вам как? Я помню, как экраны-водопады появились впервые у Samsung. Galaxy S8, по-моему, S8 Plus, а до этого еще Edge. Вот когда была версия Edge, там с одной стороны загибался, это было странно, но когда вышел S8 и S8 Plus, он был просто офигенный. Он, конечно, был в 2 раза меньше, чем этот телефон, тоньше, миниатюрнее, но он был офигенный. И здесь не такой водопад, как там. Он чуть-чуть более спокойный, но мне нравятся закругленные края, и здесь я буду говорить спасибо. Всем, кто выпускает флагманские смартфоны с загнутыми краями, я скажу спасибо. Мало того, часть разработчиков, дабы у вас не было каких-нибудь ложных нажатий, делает специальную настройку, чтобы вы могли выбрать зону, где не будет работать экран. То есть зона отсутствия чувствительности. Это такая дополнительная забота и прикольно. Экран у нас, понятное дело, 120 Гц, 1 миллиард цветов, очень яркий, 1500 нит. Вот на солнце сейчас он будет показывать HDR-контент. Galaxy S22 Ultra чуть-чуть поярче, 1750, но в целом соизмеримо. Кстати, знаете, что интересно? Девушка Алена, которую я в последнее время много фотографирую, она работает со мной на Радио Рекорд. Как на айфоне. И даже держится. В смысле, понял? Мы с ней утреннее шоу ведем, можете слушать нас. А вообще она новости читает. Мы снимали, как она пользуется 12 Ultra. И потом она взяла в руки S22 Ultra и сказала: ой, какой он плавный. Это интересный момент, да? То есть она сказала, что Samsung плавнее, чем Xiaomi. Я лично никогда бы так в жизни не сказал, потому что я бы сказал, что Xiaomi плавнее. Потому что Samsung, каким бы он бы классным ни был, у него бывают подзатыки. Скорее всего, это связано с операционной системой. Возможно, выходящая сейчас 5-я версия Android 13 это исправит. Поэтому я всегда говорил, что Xiaomi гораздо плавнее. Да что там Xiaomi, Realme и так далее. Ой, прям Samsung плавный такой. А она сказала, что Samsung. Хотя она пользуется вообще айфоном. Так что это прикольный момент, обратите на него внимание. Но, конечно же, он плавный. Единственное, знаете, что я вам скажу? Он не реактивный. То есть я, может быть, даже ожидал от него какой-то больше прыти. Вот, например, когда ты берешь смартфон от Realme GT 2 Pro, например. Да даже можно не Pro. Можно, например, взять Realme GT Neo 3. И у Realme Touch, кстати, в некоторых смартфонах до 1000 Гц. Вот это просто молниеносно. Здесь у нас Touch 240 Гц. Совершенно не максимальный по современным стандартам. И он не реактивный. Да, он работает без затыков, с ним все хорошо, плавненько. Он особо, кстати, не нагревается в сравнении с этой бедной Sony Xperia 1 Mark IV, про которую я совсем скоро запишу видео, опыт использования месячный. Ох, он, блин, нагревается. Прямо бесит. Здесь этого нет. Он работает хорошо, стабильно, классно, и аккумулятора его хватает намного.
И если включить отображение частоты герцовки, то можно заметить, что действительно, когда ты не трогаешь телефон, частота опускается до 10 Гц, а если ты максимально выкрутишь яркость, то он показывает 1 Гц. Как бы в этом смысла никакого нет, да, максимально выкручивать яркость, потому что, в принципе, тогда у тебя возрастает энергопотребление, но зато 1 Гц он показывает в статике. И в настройках экрана мы, естественно, можем выбирать либо использование по умолчанию, то есть смартфон сам будет выбирать, какую частоту вам показывать, либо 60, 90 или 120. Если, кстати, мы выберем насильно 120, все равно в некоторых приложениях, даже Google приложениях, у нас будут видны микрофризы, которые говорят о том, что здесь не 120 Гц, и даже, может быть, не 90, а вполне возможно 60. Но такая же ситуация есть во всех смартфонах. Кстати, раз я начал говорить про аккумулятор, смотрите, заряжается он о зарядке в 67 Вт, хотя поддерживает 120 Вт. Заряжается примерно за 55 минут от 0 до сотни. Хороший результат. И я еще раз напомню, что у нас аккумулятор стал меньше. 4860 против 5000, которые были в Mi 11 Ultra. Кстати, друзья, если вы хотите приобрести Mi 11 Ultra, а может быть хотите приобрести Galaxy S22 Ultra на Snapdragon или 12S Ultra, я вам рекомендую, как всегда, своих друзей компания Cyprus. Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Понятное дело, что цены у них отличаются от того, что есть на Алиэкспрессе, но вам зато не надо ждать 1,5 месяца смартфон, который где-то там будет лететь, а вы туда заслали 1070. Ну и вообще, честно говоря, в Cyprus вот сейчас Pixel 6 Pro, например, подается за 55 тысяч, а на старте он стоил 80. За 55 тысяч вообще отличный вариант. Короче, я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. В Cyprus много всего интересного, так что welcome. И вы знаете, что я вам скажу, друзья? Этот смартфон по аккумулятору работает лучше, чем все флагманы, которые я тестировал в 2022 году. Да, не камера лучше, а аккумулятор лучше. Но к камере мы еще вернемся. И это прямо удивительно. Удивительно, потому что здесь стоит процессор, который все жрет. Во-вторых, он не сильно энергоэффективный, но при этом, вот, например, 11 часов 28 минут проработал смартфон, 6 часов и 8 минут экрана, и еще остается 4%. То есть примерно 6,20 экрана у меня было бы. Я вам скажу точно, я не припомню ни одного флагмана, который выдавал бы более 6 часов экрана. То есть флагманы обычно дают 4,5-5 часов, 5,5 работы экрана. Здесь 6. И это хорошо. И это только спустя несколько дней использования. То есть, по большому счету, если немножко подстроить, если отключить Always On Display, еще что-нибудь там пошаманить, можно выкатить и побольше работы экрана. То есть, на данный момент это лучший смартфон по аккумулятору, лично по моему мнению, среди флагманов. И вот знаете, это круто, что у компании получилось адаптировать этот мощный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 и адаптировать и охладить так, чтобы он работал хорошо. С учетом того, что этот смартфон выдает 1 миллион 50 тысяч баллов и нагревается до 39 градусов. Если быть точным, 1 миллион 57 тысяч баллов. Кстати, Сашка с канала «Пользы нет», я вам рекомендую, кстати, на него подписаться, очень прикольные обзоры. Проводил эксперимент, 2 часа играл то ли в Genshin Impact, то ли в Diablo, то ли в Call of Duty, не суть. Суть в том, что он за первый час потерял там процентов 20, и за второй тоже процентов 20. Это очень хороший показатель, потому что обычно, во-первых, теряют смартфоны по 27%, а во-вторых, часто второй час выносится гораздо больше. И еще параллельно он стримил с телефона. Короче, смартфон был нагружен очень хорошо. Поэтому я вот что могу сказать. По производительности это действительно очень крутое решение. И я бы даже больше сказал, он внутри такой производительный, а оболочка не такая шустрая. То есть это забавная ситуация. Она немножко похожа на Samsung, только Samsung еще немножко фризится все-таки иногда. На Exynos побольше, на Snapdragon поменьше. А этот не фризится, но работает не супер быстро, как работает, например, Realme. Тот вообще реактивный. И Realme GT 2 Pro, я совсем недавно, кстати, рассказывал про него. Он появился в России. Ну, в России там, да, цена типа 80-90 тысяч рублей. На Алиэкспрессе можно купить его тысяч за 40. Там все хорошо, кроме того, что он более-менее простенький, да, то есть там не такой крутой корпус, и там, конечно же, не такая крутая камера. Что касается работы сканера отпечатка пальцев, мне кажется, что она стала побыстрее, чем в 11 Ultra. Кстати, если надо сделать сравнение 11 Ultra и 12 Ultra, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если нужно делать сравнение с каким-то другим смартфоном, тоже напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ко мне только что собака страшная подбежала, меня чуть не съела, пока я вам рассказываю про 12S Ultra. Кстати, если вы никогда не покупали смартфоны китайские, да, я имею в виду, что они именно локализованы для Китая, и переживаете, как этот смартфон будет работать в России, еще раз скажу, да, NFC работает, все вообще функции работают, нету только 7-го бенда, есть 20-й, если вы живете в большом городе, для вас это не проблема. Возможно, для кого-то будет проблема, что здесь нету русского языка, потому что из коробки здесь только английский и китайский. Мне кидали видео, что можно как-то установить сюда русский язык, но, честно говоря, у меня не получилось. При этом у него есть и реверсивная зарядка, есть обратная зарядка. Если сверху положить наушники, их можно зарядить. Она, кстати, не очень быстрая, 10 Вт, ну, более-менее зарядить можно. Что касается звука, он в целом неплохой, хотя мне показалось, что немножечко не хватает
хватает низких частот. То есть у нас стереодинамики, они достаточно громкие, плюс они направлены в бок, поэтому звук получается достаточно широкий. Если играете в игры, смотрите какие-то киношки, звук прикольный, и он достаточно громкий. Он также достаточно громкий, когда ты разговариваешь по телефону. То есть периодически я делал звук, не знаю, процентов на 40 тише, чтобы он не орал, потому что звук громкий. А вот что касается знаменитой проблемы датчика приближения, я могу так сказать. У меня проблем пока с ним не было, но я помню, что есть такая штука, что сначала вроде как проблем нет, но потом вылезает, что в WhatsApp почему-то не работает датчик, или он то работает, то не работает, то в Телеграме он то работает, то не работает. То есть есть определенные трудности, с которыми люди сталкиваются в процессе. Так как этот смартфон всего лишь несколько дней у меня, я вам не могу точно ответить, хорошо ли работает датчик. Но я это видео записываю сейчас, это у нас 10 августа. Вы, возможно, смотрите его в другое время, поэтому наверняка уже на других каналах есть более точная информация по поводу датчика. Кстати, инфракрасный датчик у нас тоже здесь есть, Bluetooth версии 5.2 есть, а звук, кстати, у нас настроен компанией Harman Kardon. И теперь давайте поговорим про главную маркетинговую историю, а именно практически 1-дюймовый сенсор, который находится здесь, камера, это Sony IMX989. Новый сенсор, который сделан, грубо говоря, специально для этого смартфона. И первый epic fail, с которым я столкнулся, это у меня запотела камера. Блин, помните, зимой у нас потели камеры 12-й, и мы такие, Xiaomi же разберется с этим, а потом думали, а как же мы летом проверим смартфон, если мы не можем из теплого помещения выйти на улицу, чтобы нас запотело? Ничего, потеет вообще нормально, поэтому вполне возможно, вам пришел смартфон, и он потеет. И это, честно говоря, грустно, и чтобы он перестал потеть, вам, вот что нужно делать, нужно его прогреть. То есть запускаете Antutu, достаете лоток сим-карты и несколько раз прогоняете стресс-тест. То есть надо смартфон нагреть. Пускай он пройдет 2, 3, 4, 5 раз, пока вы не увидите, что запотевание пропало. Вполне возможно, оно потом еще раз появится, значит, сделайте эту процедуру еще раз. Я не могу сказать, что она помогает, например, на ближайший год, но на ближайшее время она помогает. И вообще, знаете, какая интересная ситуация касательно всей рекламной кампании по поводу 1-дюймового сенсора. Ладно, бог с ним, он не 1 дюйм, он поменьше. Но вся компания говорит о том, что ты будешь делать фантастические фотографии. Что самое интересное, ведь для каждого человека фантастические фотографии — это, каждому что-то свое. Но если это такой офигенный сенсор, то как люди тогда 20-30 лет назад делали фантастические фотографии на фотопленку? Да все очень просто, потому что, смартфон сам не фотографирует. И клюшка, которой бросает Александра Овечкина, она сама не бросает. То есть пока вы не будете уметь фотографировать, то результат будет просто фотка. Какой бы крутой ни была камера, все, естественно, зависит от ваших рук. И вот эта фраза «1-дюймовый сенсор», которой так кичатся все, она же обычному человеку ничего не говорит. Да, можно сказать фразу, типа сюда попадает на 50% больше света, чем раньше. То есть, грубо говоря, в темноте фотографии будут более четкими. И это правда. Например, если сравнить с Samsung, с Galaxy S22 Ultra, вот вам, например, фотографию, посмотрите, насколько у нас детализация в темных участках лучше на 12 Ultra. Прямо очень большая разница. Но при этом, кстати, если не обращать внимания на детализацию, можно посмотреть, что яркие объекты Mi 12 Ultra засвечивает больше, чем Samsung. То есть, грубо говоря, HDR отрабатывается хуже. Это программная фишка, по сути, ее смогут допилить, а вот увеличить четкость изображения на Samsung, скорее всего, уже не получится, потому что сенсор физически ты уже не увеличишь. И вот эта штука, знаете, натуральное боке. Да для большинства людей это вообще ни о чем. Какое еще боке? Что это такое? И когда тебе говорят размытие заднего фона, а для части людей, когда они смотрят на размытие, они говорят, почему все размытое. То есть люди вообще-то не очень врубаются, зачем происходит размытие заднего фона и почему оно происходит. Давайте не буду говорить о физически, как это происходит, но если говорить с точки зрения просто потребителя, когда у нас немножко размывается задний фон, у нас передний план немножко отделяется. То есть у нас фотография из сплюснутой такой, когда у нас все было в одной плоскости, немножко вот так вот увеличивается. И у нас фокус есть, например, на лице, которое мы фотографируем, а сзади у нас есть немножко размытый фон. И лицо таким образом у нас выделяется на фоне этого размытого фона гораздо лучше, и, соответственно, фотография выглядит более живой. И вот это, по сути, мы и получаем за счет того, что у нас здесь 1-дюймовый сенсор. Соответственно, фотографии и видео у нас будут вот с этим небольшим элементом. Но важно понимать, что это размытие происходит тогда, когда у нас объект, который мы фотографируем или снимаем, он находится, реально недалеко. Потому что если объект будет находиться уже на расстоянии метра, двух точно, все уже, ни о каком размытии заднего фона не будет идти речи. Это размытие тогда мы будем уже делать при помощи софта. И для этого у нас есть специальный портретный режим в этой камере. Портретный режим в этой камере ровно такой же, как в Mi 11 Ultra. Он использует основной сенсор, делает цифровой
цветовое увеличение фотографии, делает кроп, и у нас получается как будто бы аналог 50 мм. Я вот что вам скажу. Вообще фотки получаются прикольные. Вот вы сейчас видите фотографии Алены, спрашивали, как можно посмотреть еще какие-нибудь фотки Алены. Вот, пожалуйста, вам Инстаграм, запрещенная социальная сеть в России. Я внизу оставляю ссылочку. Переходите, посмотрите. Так вот, эти фотографии сделаны уже в портретном режиме. И здесь у нас размытие софтверное. И здесь есть и плюсы, и минусы. Ну, какие плюсы? Плюсы в том, что у нас получается, в принципе, красивая фотография. Какие минусы? Ну, если посмотреть, как смартфон обрезает волосы, то он это делает не очень хорошо. Pixel еще хуже это делает. Samsung это делает неплохо, Mi 11 Ultra, Mi 12 Ultra делают это неплохо, но косяки видны. Вообще, знаете, я готовлю большое сравнение. Galaxy S22 Ultra и Mi 12 Ultra. Я также хочу сделать сравнение с Mi 11 Ultra, тоже большое. Я хочу сделать сравнение с iPhone 13 Pro Max. И вообще я еще хочу, знаете, сделать 12 Ultra, 12s Pro и 12X, например. То есть, чтобы мы понимали, как фотографирует современная линейка Xiaomi. Эти все видосы достаточно сложные, скрупулезные, и на них, конечно же, всегда уходит много времени, и зачастую они, набирают не так много просмотров, как хотелось бы. Если нужно сделать такие видосы, вы напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы я понимал хотя бы, что вы их ждете. На многих каналах, кстати, говорят, что и съемка видео тоже, считайте, практически лучшая. Но давайте все-таки будем реалистами. Лучшего ничего не существует. Когда говорят на айфоне она лучшая, тут можно поспорить. Когда говорят, что на Samsung она лучше, тут тоже можно поспорить. И на Xiaomi лучшего тоже не может быть. Она хорошая, может быть классная, может быть офигенная. За счет того, что у нас вот этот дюймовый сенсор, соответственно, большее количество света попадает, когда мы снимаем вечером. Это факт, от него никуда не убежать. Появляется вот это легкое размытие заднего фона, тоже факт, от него тоже никуда не деться. Но в целом, конечно же, вот эта видеосъемка, она, в целом близка к другим флагманам. И чтобы понять, в чем разница, надо просто очень скрупулезно смотреть. И самое главное, в разных режимах, при разном освещении, разные телефоны будут давать разную картинку, и то лучше, то хуже. Вот, например, если взять Mi 12s Ultra, вроде бы классный смартфон, но если мы включим селфи-камеру, и если мы будем сниматься на фоне, например, вы поедете на Бали, да, и вам захочется снять закат, и вы, так вот, вы не сможете снять на фронтальную камеру, потому что сзади будет засвет. То есть на Xiaomi 11 Ultra был засвет и на 12 Ultra засвет. Вообще на всех Xiaomi на фронтальную камеру засвет. При том, что на Samsung этого засвета, нет. Он есть, но не такой большой. То есть на iPhone есть возможность показать и небо, и солнце, и все остальное, и передние. А Xiaomi так не может, например. Что касается ширика и телевика, на самом деле они остались примерно тем же самым, что и в Mi 11 Ultra. То есть это хорошие варианты. Телевичок делает пятикратное увеличение, ширик, соответственно, делает достаточно широкие фотографии. Там все нормально по качеству, там есть оптическая стабилизация. Тут вопросов, наверное, особо никаких нету, но опять же, это все очень близко к Mi 11 Ultra. То есть, грубо говоря, еще раз, да, если у вас есть 40 тысяч на Mi 11 Ultra и у вас нету 70 тысяч на 12s Ultra, не парьтесь, покупайте 11 Ultra и будет вам хорошо. Я вам ссылочку на цифру сдал, там цена подороже, конечно, чем на Алиэкспрессе. Собственно, зато можно купить сразу. Короче, друзья, по итогу эксплуатации, что я могу для себя сказать? Этот смартфон является, таким минорным обновлением на самом деле Xiaomi 11 Ultra. Это практически одинаковые телефоны. И по звуку, и по камере, и по работе системы. Немножечко повеселее работа в 12, но в целом эти смартфоны очень-очень близки. Это такой минорный апдейт. Мне нравится, что здесь есть полный функционал. Вот все, что нужно в телефоне, здесь все есть. И камера крутая, и зарядка быстрая, и хорошо работает аккумулятор, и процессор, и экран большой. Все замечательно. Влагозащита, все дела. Все, что надо, все есть. Какие минусы я бы мог выделить у этого смартфона? Но, цена для него на самом деле нормальная. За 70 тысяч вариант нормальный. Супруга звонит, прошу прощения. Очень многие люди, которые тестируют телефон, они с ними не ходят. Обращайте на это внимание. Так вот, возвращаясь к минусам. Он громоздкий. И он не очень реактивный. Мне хотелось бы, чтобы он реагировал на все побыстрее, как в Realme. Там просто, я говорю, все очень круто. Он просто работает хорошо, уверенно, классно, здорово, но не так реактивно. То есть, еще раз, если вы меня спросите, Филипп, хочу за 70 тысяч купить себе Ультру. Покупать? Я такой, если вы не переживаете, что она, наверное, запотеет изначально, это, конечно, эпик фейл, просто жесть, а потом распотеет, то наверняка это будет хорошая покупка, которая на несколько лет вперед обеспечит вас и хорошими видео, и хорошими фотками, и хорошей работой смартфоном. Собственно, и уникальным дизайном, чтобы выделяться на фоне всех остальных Samsung, iPhone владельцев. Вот такая вот история. Друзья, большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Получилось немножко долго, но я надеюсь, что мне удалось вам раскрыть Mi 12s Ultra и стоит ли вам на него обращать внимание. Если у вас есть 11 Ultra, стоит ли переходить? Нет, наверное, не стоит. Если у вас 10, кстати, с 10 тоже особенно переходить не стоит, хотя тут уже есть над чем подумать. Подписывайтесь на канал, внизу также есть информация о Дзене, телеге. Меня зовут Фил, здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми я именно пользуюсь. Не болейте, всем счастливо, пока!